Всем привет! В этом видео буду создавать топор Кратоса из новой части God of War. Клинок буду делать полом из 2-мм листового металла. Все детали будут сделаны по шаблону, который был вырезан из видео презентации новой части похождений Кратоса. Детали клинка были вырезаны углошлифовальной машиной. Точно так же был вырезан малый клинок. Обух топора вырезал из трубы, согнул его в овал с помощью кувалды. Теперь две части клинка сварил между собой электродуговой сваркой. Торцы клинка вырезал из того же 2-мм металла и приварил их к клинку. Таким же образом проварил малый клинок. Теперь осталось два клинка приварить к обуху. С помощью той же углошлифовальной машины зачистил сварочные швы и очистил металл от налета. Затем с помощью сверлильного станка и углошлифовальной машины сделал паз в обухе, в который будут упираться металлические накладки. Пазы в обухе получились не идеальные, выравнивал их фрезой по металлу. Сначала вырезал накладки из бумаги и перенес их на металл. Но перед тем, как дальше продолжить работу над накладками, нужно сделать ручку топора. Для этого я взял деревянный брусок, обвел на нем шаблон ручки и вырезал по линии электролобзиком. Дальнейшую обработку ручки проводил на ленточно-шлифовальной машине. После того, как закончил работу над ручкой, примерил топор к топорищу и продолжил работу над накладками. С помощью стамески в ручке сделал углубление под накладки. Накладкам придал форму ручки с помощью кувалды и молотка. Нанес на накладки рисунок, который буду гравировать с помощью электрохимической гравировки. Сам топор буду гравировать с помощью этого же способа. Для защиты металла нанес на топор краску. С обеих сторон карандашом нарисовал на топоре символы, которые позже процарапаю с помощью шила до голого металла. Для гравировки мне понадобится самодельная емкость, в которую я налил воды и насыпал соль. Далее погрузил в воду топор с подключенными проводами и подал постоянное напряжение 12 вольт.
Пока топор гравируется, занялся накладками. Почистил их от ржавчины и просверлил в них отверстия. Гравировка топора подошла к концу. Она длилась примерно 5 часов. Отмыл топор обычной водой и очистил от краски металлической щеткой, одетой на дрель. На конце ручки с помощью фрезы и бормашины сделал узор. Покрыл топорище антисептиком, который заколерован в цвет палисандра. После того, как ручка подсохла, отдел топор на топорище. Выточил самодельные гвозди для топора и накладок. Обернул рукоятку кожаной лентой, и топор Кратоса из God of War готов. Всем спасибо за внимание! Если вам понравилось, поделитесь этим видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео.